Приветствую. Анализ-обзор прогноз криптовалют. Прошедшие сутки очень похожи на вчерашний день. Также основная масса криптоактивов находится в красной зоне, но из которых выделяется монета Axie. Она снова растет почти на 15%, но что же касается биткоина, за последние сутки он упал практически на 1,5%. За последние 24 часа на биткоине шорты и лонги особо не изменились, плюс 3,5% шортов, но предыдущие шорты по-прежнему не закрыты и они ждут своей отработки либо ликвидации. По эфириуму также лонги и шорты особо не изменились, только вот если по биткоину они немного увеличились, по эфириуму мы видим минус 3,9% шортов. Индекс страха и жадности немного увеличился, вчера он был на цифре 20, сегодня 21. Это зона экстремального страха, и мы уже долгое время имеем флэт по данному показателю. Очень долго держит трейдеров в страхе. Если посмотреть на историю, это один из самых продолжительных периодов, когда индекс страха и жадности находится на таких минимальных значениях. Индекс альтсезона по-прежнему направлен точно вниз, и за последние сутки он снизился практически до 40. Сегодня это показатель 41. Альтсезон от нас все дальше и дальше. Что касается ликвидации, то мы получили за 24 часа довольно большое их количество. 91 тысяча трейдеров потеряло свои деньги, 333 миллионов лонгисты и 79 миллионов шортисты. Второй день подряд лонгисты остаются без своих денег, и на графике видно, что столбец примерно такого же размера, как и предыдущий. Grayscale 2 недели подряд все распродавал, но со вчерашний день он прикупил себе 5 активов: Mana, LPT, Link, Filecoin и BET. Остальные же также пошли на распродажу. Сентимент биткоина по-прежнему остается бычьим и направлен вверх. Вне зависимости от того, куда у нас идет в последнее время цена, пользователи Твиттера продолжают верить в то, что биткоин еще будет показывать свои истинные максимумы. Ставка финансирования на криптобиржах на данной просадке уже долгое время имеет отрицательное значение. Чтобы понять, что это означает, давайте глянем, как данное значение отрабатывалось на истории. Вот он, индикатор ставки финансирования на Binance. И сейчас у нас идут отрицательные значения в данной проторговке. В прошлый раз, когда такое было, вот здесь, в сентябре-ноябре 2020 года, после того, как ставка финансирования ушла в плюс, цена также пошла в плюс. До этого, также после завершения отрицательной ставки финансирования на Binance, цена больше не обновляла свои лои и ушла в рост. И самые первые показатели, когда можно отследить ставку финансирования на Binance, также нам говорит о том, что как только мы ушли из отрицательного значения, график показывает рост. Из этого можно сделать вывод, что когда у нас идет вот такая проторговка с отрицательной ставкой, это может означать, что здесь стоит набирать лонги, потому что когда это дело все закончится, ценовой график биткоина может повторить историю и показать нам хороший плюс, хороший рост. Но раз уж мы зашли на этот график, давайте посмотрим, как же у нас луна-то отрабатывает. В прошлом месяце я показывал вот такой график, такой индикатор, где отображается растущая и убывающая луна. На истории видно, что есть какая-то взаимосвязь. Я в это, конечно, не особо верю, но факт остается фактом, что на растущую луну цена биткоина падала, а на убывающую луну цена биткоина росла либо флетила. Так вышло и последние два раза. Темно-серый цвет означает, что луна здесь убывающая. Мы получили флет, особого падения нет. Последний раз также мы получили флет, биткоин сильно не упал. Но данный промежуток закончился, и мы имеем сейчас растущую луну. Исходя из данного индикатора, исходя из фаз луны, если кто-то в это верит, то нас здесь ожидает падение. В этот период здесь было падение, здесь падение, здесь был и рост, и падение, здесь снова падение. Но бывают и исключения. Вот на данном отрезке мы якобы должны были падать, судя по фазе луны, но мы росли. Так что все это не стоит воспринимать всерьез, но имейте в виду, кто в это верит. В данной таблице показаны монеты, которые больше всего искали за прошедшие сутки. Здесь мы уже видим знакомый Axie, который у нас растет. Shiba Inu всегда у нас в таких топах. Ну и куда же без BNB. Остальные у нас в основном меняются. Shiba Inu очень часто здесь. Очень уж она интересует криптотрейдеров. Ну а самая популярная монета — это Hero. Резерв всех бирж эфириума снова продолжает идти вниз. Мы практически каждый день обновляем лои. Когда-то это должно закончиться, либо цена должна все-таки пойти наверх. Потому что на падающем резерве цена у нас на истории показывает свой рост. Сейчас же пока этого нет. Биткоин также сокращает свои резервы, не так, конечно, быстро и резко, как эфириум, но резерв биткоина на всех биржах планомерно, потихонечку, с небольшими откатами, но также идет вниз. И также, как видно из графика, на снижение резервов цена росла, на увеличение резервов цена падала.
И если резервы сокращаются, значит стоит ожидать и увеличения цены биткоина. А стейблкоины потусовались у нас на хаях и направились вниз, так и не дождавшись роста графика цены биткоина. Притоки битка на все биржи также продолжают находиться на низких уровнях, появляются небольшие всплески, падения, снова всплески, но в общем ничего необычного. На бирже биток не заводит. А что же касается объема покупок и продаж биткоина, здесь также график идет на понижение. У майнеров все стабильно, они продолжают активно не продавать. Если и есть продажи, то они незначительные. В основном все копят и ждут лучших цен. Что же касается хешрейта, после небольшого снижения в рамках коррекции мы снова развернули наш показатель хешрейта вверх. Надеюсь, в скором времени также будем обновлять его хаи, что будет увеличивать вероятность разворота вверх и цены биткоина. Из новых событий на монетах это листинг на бирже Indodex монеты Telcoin. Она будет залистена 15 июля. А из ближайших событий стоит отметить, что 14 июля, то есть сегодня, у монеты CRO состоится запуск второго этапа Drago 2, согласно ее роудмапу. Сегодня же у нас состоялся листинг на бирже Bitmart монеты Axie Infinity, листинг монеты Binance USD на бирже KickX, а вот Monero у нас делистится с биржи Exmo завтра. Если кто-то торгует на этой бирже, то у вас остался один день, чтобы продать свои Monero, либо их вывести. Потом это будет сделать проблематично, либо вообще невозможно. Из интересных новостей. Комиссия по ценным бумагам Бразилии одобрила Ethereum ETF. Бразилия стала второй страной в мире с зарегистрированными Ethereum ETF. В апреле 2021 года канадские регуляторы одобрили запуск аналогичных инвестиционных инструментов. И также площадка в Бразилии, на которой зарегистрировали данный ETF, стала первой в Латинской Америке, на которой будет торговаться биржевой фонд на базе эфира. Это отличная новость, которая подтверждает распространение криптоактивов, криптоидей и криптоинвестирования по всему миру. В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии. Провайдер инфраструктуры для майнинга биткоина Standard Power заключил 5-летнее партнерство с компанией Energy Harbor, чтобы обеспечить дата-центр в штате Огайо безуглеродной электроэнергией от ее атомной станции. Майнинг будет проводиться на переоборудованной бывшей бумажной фабрике и начнется уже в декабре 2021 года. Данная фабрика была практически заброшена, и сейчас майнинг подарит им вторую жизнь. В этой новости только одни плюсы. Начиная от того, что появятся новые рабочие места для местных жителей, заканчивая, конечно же, Илоном Маском, который начал падение биткоина своим твитом про экологичность. Сейчас же майнинг становится все более экологичным и в скором времени не оставит Илону Маску никаких шансов заявлять о том, что якобы биткоин является не экологичным. Fidelity расширит штат в связи с ростом спроса со стороны институциональных инвесторов. Получается, институционалов настолько много, что даже сотрудников не хватает разгрести их инвестиции. Они продолжают увеличивать вложения в криптовалюты. И из-за этого Fidelity нанимает в свой штат еще 100 человек. Расширение планируется в Дублине, Бостоне и Солт-Лейк-Сити. Отмечается, что новые инвестиции будут вкладываться не в биткоин, а в другие криптоактивы, в том числе и в эфириум. Якобы институциональные инвесторы проявляют сильный интерес именно к альткоинам. Ну и как же без негативных новостей со стороны китайцев? Крупнейший поставщик электроэнергии КНР потребовал прекратить майнинг. Государственная электросетевая компания страны направила во все регионы уведомления с требованием прекратить майнинг криптовалют. Этого следовало ожидать, и я думаю, те, кто собирался продолжать майнить, они уже давно собрали свои железки в мешочек и переехали в другую страну. Я думаю, если это как-то и отразится на хешрейте, то не слишком сильно. Естественно, никто не против, все подчиняются, все вот пишут, прекращают все свои проекты, связанные с добычей цифровых активов, а вообще, я думаю, уже все и так уехали оттуда. Индийский банк решил последовать примеру Barclays в Великобритании и также ограничивать переводы своих клиентов, связанных с цифровыми активами. Но для этого даже не потребовалось никаких новых законов. Банк обосновал решение выполнением принятого еще в 1999 году парламентом Индии закона об управлении иностранной валютой. Видимо, они интерпретируют криптовалюту как иностранную. Только вот какой стране она принадлежит, непонятно. Держатель вывел пролежавшие 9 лет и подорожавшие в 7 раз биткоины. 12 июля были зафиксированы 2 транзакции по переводу 740 биткоинов, находившихся без движения на кошельке некого держателя с мая 2012 года. 9 лет назад стоимость этих монет составляла $3,7 тысяч,
а на момент транзакции 26 миллионов долларов. Вот такой вот холдер. Холдил 9 лет и увеличил свои средства в 7000 раз. А пока кто-то держит валюту по 9 лет, мы давайте посмотрим, что нас ждет в ближайшее время. И поковыряемся на таймфрейме в 4 часа. А здесь по-прежнему мы находимся в нисходящем канале. Сходили до нижней грани этого канала, оттолкнулись и направились вверх, пока мы его не пробили вниз. И данное снижение до нижней грани канала у нас произошло вместе с пробитием предыдущего лоя. Это позволило сформировать нам дивергенцию, а значит, что поход наверх все более вероятен. Еще раз напомню, что данный сценарий с походом наверх отменится, если мы пробьем лои на уровне 29 тысяч долларов за биткоин. До тех пор лонговый сценарий по-прежнему актуален, и его цель на уровне 46 тысяч долларов. По эфириуму такая же аналогичная ситуация. Мы пробились вниз, дивергенцию по-прежнему не сломали, стопы не выбили, спустились вниз трехволновкой, что нам позволяет сделать вывод, что здесь мы наблюдаем коррекцию, а следовательно движение наверх более вероятно, и оно может продлиться до 3000 долларов за эфириум. Сценарий отменится после того, как мы пробьем стоп на уровне примерно 1700 долларов за эфириум. По рипу, как вчера и ожидали, мы были без дивергенции, ждали, когда же мы обновим предыдущий лой, мы его обновили, также сходили до нижней грани канала, не пробили ее. Но благодаря обновлению лоя получили дивергенцию, и здесь становится возможен тоже рост наверх. Выглядит Ripple, конечно, слабее, чем эфириум и биткоин, но сегодня он получил один фактор на рост. Хотя бы дивер есть. Вот бы еще и объемы, было бы вообще замечательно. Еще и из канала бы выйти. Ну, еще много чего. Дивер — это всего лишь один из факторов. Также хотел бы сказать, что на канале у меня вышел видос. Попробовал новый формат коротких видео на YouTube, Shorts. Это видео до 1 минуты. И в них я буду публиковать изменения по торговле усреднением. Если кому-то интересно, следите, на канале есть. Видео короткие будут, посмотрим, сколько они будут набирать. Все-таки новый формат. YouTube решил угнаться за ТикТоком и скопировал формат коротких видео. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!